Привет, друзья! С вами Лада. В этом видео я показываю основные моменты плетения вот такой корзиночки, которую мы подробным образом разбирали и плели на прямых трансляциях. Это видео своего рода видеонарезка этих трансляций. Здесь показаны основные моменты, и я на это хочу сакцентировать ваше внимание. Ну а в описании под этим видео есть ссылки на прямые трансляции, где эти моменты показаны очень-очень подробно. И первое, с чего я начинаю плести эту корзиночку, это прямоугольное дно. У меня есть уже на канале подробнейший видео-мастер-класс по плетению прямоугольного донышка, по которому уже многие научились плести такое донышко идеально ровно. Советую посмотреть его по ссылке в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео. Ну а здесь точно такой же принцип плетения этого донышка, то есть у меня вот такая разметка, ее я сделала фломастером на листе бумаги и обклеила пленочкой, чтобы фломастер потом не пачкал трубочки. Ну и соответственно по этой разметке я выкладываю стойки, фиксирую их малярным скотчем. Здесь обратите внимание, что по бокам у меня две стоечки, в середине по одной. Из боковых двойных стоек я буду в будущем формировать уголки, но это чуть-чуть попозже. И я начинаю плести прямоугольное донышко. Для начала я две трубочки вот таким образом проплетаю и их оставляю. Это также будут боковые стоечки. Ну и соответственно третьей трубочкой я начинаю плести само дно, так как на видео. Всю эту конструкцию я поместила на кусок пены полиэтилена. Очень удобный материал, он очень похож на пеноплекс по своим свойствам, только немножечко из другого материала сделан. Штуку эту я показывала в одном из своих видео, кому интересно, ссылочку в описании оставлю. Ну и действительно, посмотрите, очень удобно фиксировать стойки на этой штуке булавками, стоечки никуда не уходят, их очень удобно контролировать, и булавки можно перемещать, передвигать совершенно по-разному в разных направлениях. Главное, чтобы сам пенополиэтилен был очень хорошей толщины, чтобы булавки не проходили как бы насквозь и не выходили вовне. Как вы видите, на этой штуке очень удобно плести прямоугольное донышко. Здесь булавками можно фиксировать не только стойки, но и само донышко, его стороны, его края, уголки, чтобы они лишний раз не поднимались, не коробились. Обязательно следите за тем, как вы плетете прямоугольное донышко, как вы оплетаете стойки, особенно боковые стойки. Здесь ни в коем случае не стягивайте рабочую трубочку, иначе, во-первых, стоечки могут у вас потихонечку направляться вовнутрь, а это нам не нужно. И если вы будете стягивать рабочую трубочку при плетении прямоугольного донышка, то оно впоследствии может покоробиться. Те, кто смотрит мои видео регулярно, особенно видео мастер-классы и смотрели видео мастер-класс по плетению прямоугольного донышка, уже знают, что здесь мы параллельно формируем и боковые стоечки, не отходя от косы, как говорится. Здесь я проплетаю 3 ряда ситцем, и на 4-м ряду я отпускаю боковую стоечку вот таким образом, как на видео, а следующую трубочку я беру, также формируя из нее будущую стоечку. Вот подставляю ее таким образом, как на видео, и продолжаю плести ей прямоугольное донышко. Также я снова плету 3 ряда и потом формирую стоечки именно таким образом, как показала. Здесь я хочу обратить внимание на наращивание рабочей трубочки при плетении донышка. Наращиваю я всегда за стойкой, и вам советую наращивать именно так. Таким образом, с лицевой стороны наращивания не будет видно, и, соответственно, в конечном результате ваше изделие будет иметь опрятный, красивый, аккуратный вид. И еще раз обращаю внимание на наращивание. Обязательно будьте аккуратны при плетении. Наращивание не должно выглядывать на лицевую сторону никаким образом. Как обрезать трубочку при наращивании, как попасть именно за стойку при наращивании. У меня есть отдельное видео на канале по наращиванию таких бумажных трубочек. Обязательно посмотрите, ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под видео.
Донышко почти готово, сейчас осталось несколько рядов. Для этого я подставляю рабочие 2 трубочки, я буду плести веревочкой в 2 трубочки несколько рядов и начинаю по периметру оплетать вот эту всю конструкцию. Обратите внимание, что углы на первом ряду я пока не формирую, а оплетаю вот эти стороны именно так, как на видео, без формирования уголков. А вот на втором ряду я уже начинаю формировать уголки именно так, как на видео, беря крайние стойки от угловых двойных стоек, и из них я формирую вот такой уголок. Ну и третий ряд я плету просто веревочкой в 2 трубочки без формирования уголков. Здесь мне хотелось сделать немного скругленные уголки, что я, собственно, и сделала. Но если вы хотите сделать уголки более выраженными, то тогда и на третьем ряду веревочкой в 2 трубочки вы по уголку делаете виток, так как вы делали это во втором ряду. Вот такое донышко получилось. Обратите внимание, что если вы все сделали правильно, не стягивали плетение, то такое донышко со временем у вас не покоробится. И сейчас я показываю вот такую незамысловатую конструкцию. Здесь у меня доска, толстый фетр и само донышко, которое привязано к этой доске резинками. Зачем я это сделала? По большей части за тем, чтобы мне было удобнее плести стенки этой корзины. Так как я плету без формы, мне нужно, чтобы это донышко у меня фиксировано, находилось на одном месте. Таким образом, мне будет удобно плести стенки. И еще таким образом фиксирую я донышко для того, чтобы оно впоследствии не покоробилось. Всякое бывает, и даже если мы сплели идеальное ровное донышко, то впоследствии, возможно, оно слегка поведется. Вот такая фиксация помогает сохранить донышко идеально ровным, и впоследствии его не покоробит. Я начинаю плести веревочкой в 4 трубочки. Это будет один ряд веревочкой в 4 трубочки. Здесь я подставляю 4 трубочки именно так, как на видео, просто за стойки. Концы я потом спрячу внутрь. И начинаю плетение. Самый сложный это первый ряд. Нам нужно с вами не только проплести, но и поднять стойки. Поэтому делаем это очень аккуратно, очень осторожно, внимательно. Как только доплели ряд веревочки в 4 трубочки, я делаю переход на следующий ряд, но не плету уже веревочкой в 4 трубочки, а перехожу на плетение ситцем. И здесь, так как у нас 4 рабочих трубочки, здесь очень просто. Мы плетем ситцем 4 трубочками вдогонку друг за дружкой. И таким образом плетение последующих рядов у нас происходит легко и быстро. Здесь форму этой корзиночки я решила сделать немного необычной, то есть у меня не все 4 стороны будут смотреть вертикально ровно вверх, а только 2 стороны будут вертикально ровно, а 2 другие стороны у этой корзиночки будут смотреть слегка вовне. Поэтому, когда я плету последующие ряды, я учитываю этот нюанс. А что значит учитываю этот нюанс? Это значит, что когда я плету на этих сторонах ситцем, я слегка отгибаю стойки на себя. И таким образом они у меня получаются немного выгнуты в сторону вовне.
И здесь я решила добавить в эту корзиночку еще один интересный нюанс, то есть приподнять две стенки этой корзиночки с помощью укороченных рядов. Но в работе у меня 4 рабочих трубочки, и нам с вами нужно распределить эти 4 рабочих трубочки равномерно по всему периметру корзиночки, так, чтобы впоследствии у нас было минимальное количество обрезанных рабочих трубочек. И я сделала следующим образом. Как только я проплела достаточное количество рядов, достаточной высоты, и сейчас перед тем, как перейти к плетению укороченных рядов, вот у меня рабочие трубочки расположились следующим образом. 2 рабочих трубочки расположились у начала плетения укороченных рядов, а 2 другие в противоположной стороне. Там, где у меня расположились 2 рабочих трубочки у начала плетения укороченных рядов. Одну рабочую трубочку я пока оставляю и начинаю плести второй рабочей трубочкой вот эти укороченные ряды, именно так, как на видео. То же самое я проделываю и с противоположной стороны. И у меня получилась следующая картина. 2 рабочих трубочки у меня находятся на вершине укороченных рядов, а 2 остальные рабочих трубочки располагаются по коротким сторонам корзиночки. Я в последующем обрежу эти рабочие трубочки на этих местах, и они у меня спрячутся под само плетение. Я потом буду плести веревочкой как раз в 4 трубочки, и, соответственно, здесь очень легко их потом спрятать будет внутрь. К сожалению, здесь это показать не получилось, но я думаю, что принцип, описанный мной, вам понятен. Следующий этап. Я обрезаю все стойки и наращиваю новые стойки. Так как здесь у меня был перерыв, то есть в один четверг я проплела целиком стенки корзиночки, а уже в следующий четверг я начинала плести следующие ряды веревочкой в 4 трубочки и потом розгу делать и ручку, то, соответственно, за это время эти стойки бы высохли, да и короткие некоторые были, поэтому я решила их вот таким образом все обрезать и нарастить новые. Рабочие трубочки я обрезала не все, я обрезала только 3 из 4 рабочих трубочек, а одну я оставила, и к ней я присоединила новые 3 трубочки для того, чтобы сейчас сплести 2 ряда веревочкой в 4 трубочки.
После того, как я проплела 2 ряда веревочкой в 4 трубочки, здесь я уже не перехожу на следующий ряд, а я закрываю ряд именно так, как на видео. Концы я прячу внутрь проплетенных рядов. Здесь веревочка в 4 трубочки объемная, поэтому эти концы не будут видны. Далее я плету загибку розгу, здесь я не показываю, как ее плести. Как плести загибку розгу я показывала в одном из своих видео мастер-классов очень-очень подробно, и многие уже научились плести эту загибку идеально ровно и, самое главное, поняли принцип ее плетения. Если вы не смотрели то видео по розге, обязательно посмотрите, ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под видео. Теперь делаю ручки у этой корзиночки. Опять же, мне захотелось чего-то новенького, поэтому ручки у этой корзиночки выглядят именно так. Плести эту ручку оказалось не так уж и сложно. Для начала вам нужно взять 4 рабочих трубочки. Здесь у меня рабочие трубочки короткие, поэтому я их удлинила, нарастив между собой. Получилось у меня 4 длинных трубочки. Я их разделила на 2 части, вот таким образом вставила в стенку корзиночки под верхние ряды. И сейчас каждую вот эту двойную трубочку, можно сказать, я перевиваю между собой. У меня получаются 2 части витой ручки, которые, так сказать, встречаются вместе. И затем у меня получилось с одной стороны 2 части ручки и с другой стороны корзиночки 2 части ручки. И затем эти части ручки встречаются посередине вместе. Я их фиксирую сначала малярным скотчем, подрезаю все, что нужно, и затем я убираю малярный скотч и фиксирую уже ниткой для того, чтобы впоследствии, когда мы будем делать витки, малярный скотч не проглядывал, ну а соответственно нитка у нас под цвет трубочек и она не видна абсолютно. И середину получившейся ручки я обвиваю трубочкой. Сначала в одну сторону кончик закрепляю внутри и затем в обратную сторону. По ходу дела, еще раз повторяю, малярный скотч я убираю, чтобы его просто не было видно. И вот такая милейшая, интересная корзиночка у нас получилась. Интересность ей придает ручка, которая действительно оригинально смотрится. И напишите в комментариях, как я вас вдохновила на плетение такой красоты. Обязательно напишите ваше мнение, ставьте лайки за мои старания и делайте репосты этого видео в соцсетях, так вы поддерживаете канал, и я вам за это благодарна. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и тогда вы будете в курсе выхода новых интересных видео. Легкого плетения, желаю вам вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!